Привет, привет, с вами Алена, и ко мне недавно поздно вечером обратилась девушка с просьбой помочь ей. Дело в том, что где-то 1,5 месяца назад, ну или 1,5 маникюра назад с ней случилась неприятность. Пошло воспаление вследствие, как она мне объяснила, глубокого маникюра. Принесла она мне уже вот такие ноготки, там просто дырка. Эти ногти сделаны были в одном тоже из салонов нашего города, стоили они нормально, они стоили хороших денег, среднюю такую сумму, то есть недешево. Вот, ну ладно, сейчас опустим все эти нюансы с архитектурой ногтя и прочее. То есть здесь мы видим очень глубокое травмирование, и я не сразу поняла, что же конкретно с ее ногтями произошло, но тут я ей объясняю, что если у нее была травма и загноение, то точно нужно убрать длину, потому что это нагрузка, которая идет от свободного края, то есть ноготь шевелится, и дальше становится все только хуже. Ну, а пока я буду делать снятие, я расскажу, что же произошло здесь на самом деле. Дело в том, что где-то 1,5 месяца назад она сходила на маникюр, и ей во время маникюра было очень больно, несколько раз пошла кровь, то есть процедура была для нее крайне некомфортной. Пока она рассказывала, она даже немножко морщилась, то есть воспоминания были неприятные. А мастер ей говорил, что у нее такая кутикула и кожа такая, в общем, так будет всегда. Получилось так, что ее там то ли порезали, то ли пропилили, и через пару часов буквально все это покраснело, и она заметила, что начинается загноение. Дальше в процессе у нее также выделялся гной оттуда, но дело в том, что она понадеялась на авось и подумала, что пройдет как-нибудь само. И вот прошел месяц, она записалась на еще один маникюр и уже в другой салон, и там ей снова вот это все дело покрыли, ничего не сказали, ничего не объяснили. А происходило в этот момент следующее. То есть у нее была какая-то травма, попала грязь, произошло воспаление, загноение. Естественно, образовался карман под ногтем и под кутикулой в ростковой зоне. Там это все отошло, ростковая зона травмировалась, клетки ногтя стали формироваться неправильно, то есть там вообще непонятно, где они там начинаются. Я заглядывала вовнутрь, там конца и края нет. То есть информация неточная, то есть я пока не могу сказать, когда и как будет расти этот ноготь. То есть все, что я ей предложила на данном этапе, это выполнить зачистку. Это нужно обязательно, потому что я объясняла, что все-таки это карман, и там копится грязь, и, естественно, никакой длины там быть не должно. Поэтому было принято решение снять весь маникюр и сделать какое-нибудь легкое, быстрое покрытие базой, потому что в наших планах вообще не было работать с этими ногтями. Мы хотели обработать только один. Она говорит, ну что ж, как я теперь буду ходить только с 9 ногтями, поэтому решили на скорую руку сделать маникюрчик. У нас здесь будет просто выравнивание базой, камуфлирующей базой из серии самозамес, потому что мы в салон купили много сухоцветов, и теперь у нас целая куча цветных баз с этими цветочками. Они очень милые, красивые, и это прекрасный вариант для быстрого маникюра. Тут вы наблюдаете, как я мучаюсь со снятием, потому что, к сожалению, по всем пальчикам есть пропилы, запиханный очень-очень далеко гель-лак, который тонко лежит на ногте, и, в общем, его снять большой твердосплавной фрезой было невозможно, поэтому я дорабатывала маленькой и дальше дочищала все алмазной фрезой с красно-синей насечкой. Также этой фрезой я дочищала остатки гель-лака, если он там где-то оставался, и старалась сравнять наши пропильчики. Я сейчас на следующем пальчике обязательно покажу, как же выглядят пропилы. Ну а пока у нас вот такой промежуточный результат. И вот здесь средний палец очень наглядно нам показывает, как выглядит пропил. То есть многие путают пропилы с птеригием, который якобы разросся, но это далеко не так. Птериги — это пленочка, которая стелится по ногтю, а пропилы вы никогда не сможете сдвинуть апельсиновой палочкой, то есть это деформация ногтевой пластины механическим путем. В общем, их только сравнять, перекрыть и ждать, когда отрастут. Безусловно, пропил — это не смертельно, никто еще ни разу не умер от пропила, но когда он дойдет до стрессовой зоны, в этом месте, естественно, ноготь будет уже менее устойчив к травмам. Ну, а сейчас вы можете наблюдать, как я очень маленькими шагами, крохотными кусочками срезала остатки нестабильного ногтя, вот этой пораженной части,
потому что была повышенная чувствительность, это было сильно неприятно для нее, ложа прям очень чувствительная, и даже касание металлическим инструментом, то есть без нажима, без ничего, просто касание вызывало крайне неприятное ощущение. Кроме того, девушка весьма впечатлительная, молодая, с ней такое впервые. Я вообще, конечно, за то, чтобы ни с кем такое не происходило, но тем не менее у нее просто культурный шок, и она очень сильно была расстроена тем, что ей придется какое-то время ходить без ногтя. Но я потратила много сил, чтобы объяснить ей, что нарастить на то, что осталось, мы просто не можем и не имеем права, потому что, зачистив один анихолизис, убрав один карман, при протезировании или наращивании, если хотите, мы просто создадим еще один точно такой же, и туда точно так же будет попадать грязь, и, в общем, это совершенно не имеет смысла. Вы часто меня спрашиваете, как же объяснять клиентам. Вот обычно я объясняю так, что зачистка – это способ избавиться от пустоты, в которой может завестись какая-то инфекция. А если мы зачистили и нарастили заново, то мы эту пустоту вернули на место. Просто теперь она не из ногтя, а из геля. В принципе, обстоятельства те же самые. Там будет также темно, там будет также влажно, и также будут все условия и обстоятельства для развития новой цивилизации. В общем, карты вам в руки. Можете вот так объяснять клиентам. Я думаю, что это более чем понятно, просто и доходчиво. Мы тем временем заканчиваем нашу зачистку. Где смогли, мы сравняли все переходы. Ей было крайне неприятно, даже когда я ее просто трогала. Как видите, воспаление еще пока немного осталось, но это происходило по причине того, что была большая длина свободного края, ногти были подвижные, и это была излишняя нагрузка. Теперь все должно пойти на убыль. А тем временем мы выбирали базу. Сначала посмотрели на розовую и, конечно же, сделали голубую. Как голубую? Она нежно-фиолетовая, цветочки там голубые. Как я говорила выше, мы намешали очень много вариантов таких баз и активно ими работаем. Я знаю, что продаются гели с этими цветочками, но у нас был творческий порыв, и теперь у нас целая палитра с разными вариантами сухоцветов. Выглядит это очень нежно и интересно. Клиенты просто обожают эти базы, и они уже почти у нас закончились, хотя были намешаны в большом количестве. Вот так это все будет выглядеть. То, что просвечивает свободный край, это норм, потому что это легкий, вуалевый, полупрозрачный камуфлирующий оттенок и вариант быстрого маникюра, когда не хватает времени или совсем другие планы, как у нас. Как видите, на некоторых ногтях цветочков больше, а на некоторых меньше. Не забываем про опил торца, это обязательно, так форма будет четче и меньше вероятности отслоек. Вот наши красавчики сейчас выглядят таким образом. Клиент остался очень доволен, я рада, что ей понравилось, ее хоть чуть-чуть отпустила. Дальше я объяснила, как важно пользоваться маслом, также дала масло на домашний уход, не бойтесь продавать клиентам масла и какие-то другие сопутствующие жидкости, если они нужны, это абсолютно нормально. А мы желаем ей скорейшего выздоровления. И с вами была Алена. Пока-пока и до новых встреч!